Выгода продавцов от продажи вам солнечных панелей мощностью 650 Вт понятно. А вот знаете ли вы о рисках, которые при этом получаете? А владелец будет теряться не второй момент, который приводит к разнице В свое время я выступал даже против 500-ваттных панелей. Но времена меняются, и теперь нормой жизни становятся 650-ваттные и более солнечные панели. Основной претензией к 500-ваттным панелям был их размер. Точнее, претензии были к инсталляторам, которые не обращали внимания на изменившиеся размеры солнечных панелей, продолжали использовать все те же конструкции, рассчитанные на солнечные панели площадью в 1,5 раза меньше. Да, еще все огорчались от того, как теперь такую панель затащить на крышу. Но прошло совсем немного времени, и рынок заполонили солнечные панели 650 и уже даже больше Вт, неся риски, о которых позже. Вам интересно, почему это произошло? Давайте разбираться. Как ни прозаично, все сводится к проблемам, с которыми столкнулись мировые рынки в 2020-2021 годах. Стоимость контейнерных перевозок из Китая стремительно выросла и в свою очередь довольно чувствительно отразилась на цене солнечных панелей. Для примера возьмем 500-ваттные панели Ryzen. Стандартный морской 40-футовый контейнер вмещалось 540 панелей 480-500 Вт. Таким образом, один контейнер перевозил 259-270 кВт солнечных панелей. При цене $2500 за контейнер это давало наценку в 1 цент за ватт. Но когда цена на перевозки выросла до 10 тысяч и более, в пиках бывало и $15 000, это стало добавлять уже более 4 центов на каждом ватте. На фоне общего роста цен на солнечные панели в Китае это был очень больной удар по всему сектору ВДЕ. И тут, как нельзя кстати, пришелся переход на солнечные ячейки нового формата, что явило на свет солнечные панели мощностью 600 и более Вт. Рынок очень благосклонно отнесся к этому нововведению. Новости только и трубили о новых мощностях солнечных панелей, физические размеры которых при этом обычно не упоминали. Помимо стандартной выгоды для промышленных солнечных электростанций, экономии на кабелях, монтаже и обслуживании, новый формат панели позволял также значительно экономить и на доставке. Все в тот же морской контейнер начало влезать 558 панелей мощностью 635-670 Вт, то есть 354-374 кВт солнечных панелей. И только этот переход позволил сэкономить 1,5 цента на каждом ватте. А еще периметр солнечной панели поменялся не так сильно, и рама там точно такая же, что привело к экономии алюминия, да и кабелей там ровно столько же, сколько и на 500-ваттных панелях, и так далее. Все эти факторы толкали индустрию в сторону все большего размера солнечных панелей. И хочу отдельно подчеркнуть, что это никак не связано с тем, что выросла эффективность солнечных панелей. Они просто более оптимально занимают объем морского контейнера, не более. Есть панели меньшего размера, которые имеют аналогичную, а порой и большую эффективность. Еще раз подчеркну, что большие солнечные панели позиционируются для промышленных солнечных электростанций, но никак не для домашних, а тем более крышных солнечных электростанций. Доставка, погрузка и разгрузка таких панелей тоже усложнена. Вес одной палеты уже более тонны. Но в домашнем сегменте на это почти всем все равно. Расстояние между стойками по-прежнему 2 панели, хотя ширина самой панели выросла с 99 до 130 см. И пролет по факту увеличился с 2 до 2,60 метров. Направляющие по-прежнему ставятся по 2 штуки, все из того же 40 на 40. Кто-то ставит даже C-профиль 40 на 40 на 1,5, который даже на 2 метрах не мог нести панель стандартной длины в 1,65 м. А теперь площадь солнечной панели выросла в 2 раза, как и нагрузки, которые она создает. Но конструкцию никто не менял. Да, в документации написано, что можно крепить на 2 профиля. Но там все надеялись на адекватность строителей, и никто не ожидал, что будут крепить на 40 на 40 и пролета 3 метра. На промышленных солнечных электростанциях используются совсем другие направляющие. Там все просчитывается заранее, и такой размер солнечных панелей не проблема. А если мы говорим про крышу, то только подъем на нее солнечных панелей таких размеров уже представляет проблему. Монтаж на ограниченном пространстве не самое простое занятие. И обойтись в монтаже без опирания почти всем весом на солнечную панель таких размеров практически невозможно. Но пусть у вас ответственная монтажная бригада, конструкции просчитали и специалисты сделали аккуратно и не повредили панели при монтаже. Владельцы этих панелей столкнутся с еще одним риском – высокими токами. Фактически, мощные солнечные панели представляют параллельное соединение 2 менее мощных солнечных панелей.
В результате токи на таких панелях выросли ровно в 2 раза. На моих солнечных электростанциях стринги как раз параллелятся, и в один инвертор входит один провод, по которому протекает до 18 ампер. Только вот у меня есть тепловизор, и я смог проверить все контакты. И там, где были простые MC4, был нагрев. Я их выкинул и заменил на нормальные. А вы посмотрели, какие коннекторы вам поставили? И это уже не только возле инвертора. Сэкономив $10 и поставив дешевые MC4 коннекторы на 18 амперный стринг, вы идете прямой дорогой к пожару, причем очень скоро. Любой электрик вам расскажет, что тонкостенный наконечник предназначен для зажима в автомате. А если просто зажать таким наконечником 2 провода, то это очень ненадежное соединение. И еще один момент. Это диодные коробки солнечных панелей. Они и до того довольно часто перегревались, отгорали кабеля, и это уже на 3-4 год эксплуатации. Я сомневаюсь, что в их конструкции произошли существенные изменения. А про результаты пайки и ток 20 ампер вы можете прочитать опять же на форуме электриков. Про геометрию 650 ваттных панелей даже вспоминать не хочется. Но люди все равно продолжают их покупать и радоваться неизвестно чему. Утешает одно. Панели достигли уже полной высоты морского контейнера. И дальше им расти просто не даст ограничения по габаритам. Хотя даже эти размеры находятся за гранью добра. Еще раз подчеркну, для домашних и особенно скатных крыш. Надеюсь, по мере спада ажиотажных цен на контейнерные перевозки, на рынке появится больше солнечных панелей меньших размеров. Стоит добавить, что инверторы поддерживают только один стринг высокотоковых панелей на 1 МППТ трекер, что приводит к ограничению максимальной величины солнечного поля до скромных 37 кВт. Но про это поговорим уже в части о выборе инвертора. А в следующей части постараемся разобраться, что происходит уже на рынке солнечных панелей Украины. Будет точно интересно. Оставляйте свои вопросы в комментариях, я стараюсь на них отвечать. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!